Всем привет! Сегодня у нас расклад ваш любименький. И будет ли любовь взаимна? И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Кстати, те, кто хотят на самопознание, саморазвитие и более глубокие темы, они все в закрытых раскладах или на Ютубе есть в разделе плейлисты закрытые расклады, или на Бусте в разделе, на уровне эзотерическая библиотека. Итак, ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. Давайте начнем. Итак, единички. Первые две карты сигнификация, остальные парно читаем. Так почему ж ты думаешь, да, что он к тебе безразличен? А потому что в голове твоей он выглядит как вот человек, который полностью самодостаточен. И вообще как будто не нуждается в этой близости эмоциональной. Ты видишь его таким вот стабильным, в себе уверенным, с кучей дел, работой, деньгами, хобби и так далее. У него все схвачено. Ему как будто вот вроде никто и не нужен. И тебе кажется, что он живет вот в своем мире, где все под контролем, и ты туда просто как будто не вписываешься. Ты не замечаешь, как сама подпитываешь эту мысль. Когда он не звонит, не пишет, ты сразу думаешь, что ему наплевать, а не думаешь, что у него там, например, куча дел. И это твоя внутренняя установка. Ты боишься быть ненужной, поэтому ты ищешь подтверждение в его поведении. Знаешь, на самом деле его отстраненность — это не безразличие к тебе. Это его способ справляться с жизнью. Он не тот, кто часами про чувства будет болтать. Он, знаешь, он показывает заботу делами. Там с ремонтом может помочь тебе кран починить, совет там даст какой-нибудь, но сюсюкаться он не будет. Ты его молчание трактуешь как игнорирование, потому что ты сама нуждаешься в постоянных подтверждениях любви. И в итоге себя накручиваешь сама. Он такой успешный, ему со мной скучно, я для него никто, я там до него не дотягиваю. Но это ж твоя проекция, а не реальность. Он просто не любит шум, не любит суету, предпочитает все по-своему делать, в своем темпе. И твое восприятие его, как вот безразличного, оно идет от твоего страха отвержения. И ты просто не видишь, как он на самом деле ценит твою компанию. Просто выражает он это не словами, а действиями, не натягивая на него маску женщины, женской психологии. Будет ли любовь взаимной? Будет, но знаешь, с уклоном острым. Он в тебе видит женщину, которая может быть его равной. Сильную, независимую, с острым умом, способностью там за себя постоять. И ему нравится твоя прямота. То, как ты не боишься высказывать свои там мнения какие-то, даже если оно расходится с егошним. Слово «егошнее» есть в кураптоновском языке, поэтому меня поправлять не нужно. Но знаешь, эта взаимность, она будет строиться на постоянных стычках и спорах. То есть он не тот, кто ищет спокойную гавань, ему нужна женщина, которая бросит ему вызов, заставит его шевелиться, развиваться. И ты для него как огонь, который вот зажигает, но может обжечь. Он к тебе влечение чувствует, смешанное с уважением, но и, знаешь, еще с долечкой такой раздражения, потому что ты расслабиться ему не даешь. А взаимность будет расти через конфликты, вы будете ругаться, мириться, и каждый раз связь будет становиться крепче.
Сюсюкаться, повторяю, он не будет. Но рядом он будет зато в трудную минуту. Поможет делом, защитит от каких-нибудь проблем. Для него ты не просто женщина, а вот, как сказать, вот партнер в бою. Вместе вы сможете горы свернуть. Но эта любовь, она не будет такой тихой и романтичной. Она будет страстной и динамичной. И он уже чувствует, что с тобой его жизнь ярче становится. И это его цепляет. Взаимность будет, будет. Совет какой? Знаешь, хватит сидеть, накручивать себя, думать и гадать, что он думает, что он чувствует. Твоя главная проблема — ты слишком много вариантов в голове крутишь. Каждое слово его анализируешь, каждое действие, и в итоге ты сама запутываешься в своих же мыслях. Ты знаешь, ты сейчас стоишь на развилке и дорогу выбрать не можешь, потому что боишься ошибиться. Но так как ты вообще никуда не движешься, то совет простой. Возьми и сделай первый шаг сама. Не жди, пока он там придумает что-то, как развивать отношения. Предложи ему совместный план. Например, там поездку, какое-нибудь дело общее, что угодно, где вы вот вместе решать задачи будете. Это ему покажет, что ты не просто болтаешь, а готова действовать. И знаешь еще что? Идеализировать будущее прекрати. И вот эти вот воздушные замки строить. Фокусируйся на реальности, на реальных шагах. Если хочешь взаимности, начни с доверия. Там расскажи ему о своих планах честно, без всяких вот этих женских намеков. И он оценит твою прямоту и сам к тебе потянется, но не дави, дай ему пространство, понимаешь? Твоя ошибка в том, что ты вот слишком много фантазируешь про идеальную любовь, а на деле ты реальности боишься. Вот выбери один путь и иди по нему, без всякой оглядки на вот это «а вдруг это не то?» Понимаешь? Это тебе уверенность даст и сделает отношения крепче. Взаимность, она рождается в действиях, а не в мыслях и там в эфемерных воздушных замках, понимаешь? И обязательно подпишись на канал, чтобы меня не потерять. Ну а мы с вами давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Первые две карты — сигнификация, и почему ты думаешь, что он к тебе безразличен? Ну, знаешь, ты думаешь, что ему наплевать, потому что он живет вот как человек, у которого все по минутам, по секундам расписано, четкие цели есть. Он по жизни несется с конкретными планами, с конкретными проектами, амбициями, и тебе кажется, что ты просто не вписываешься в эту схему. Когда он про работу говорит, или там про планы на будущее, или там чего хочет добиться, то ты не слышишь там места для отношений и для себя. Тебе кажется, что ты для него там, ну, развлечение между делами, а не какая-то серьезная часть жизни. И плюс к этому он эмоционально очень зрелый. Ты не видишь, чтобы он там метался, переживал, сомневался. Он всегда спокойный, он всегда уравновешенный, знает, чего сказать, как себя вести и так далее. И на фоне вот этой его стабильности ты чувствуешь себя слишком эмоциональной, слишком непредсказуемой. Тебе кажется, что он на тебя сверху вниз смотрит. Как вот на девочку, которая еще с жизнью не разобралась. Ты не замечаешь, что его спокойствие — это не безразличие к тебе. Это способ не показывать свою уязвимость. Он боится, что если покажет, насколько ты ему важна, да, то это может нарушить его планы и контроль. Поэтому он дистанцию держит вот эту эмоциональную. Но это ни в коем случае не значит, что тебе в его жизни места нет. Просто он умеет это, как сказать, не умеет это открыто показывать. Понимаешь? Будет ли любовь взаимна? Конечно.
Любовь будет взаимной, но путь к ней пройдет через вот серьезные испытания, болезненные моменты. Он, знаешь, он уже чувствует к тебе что-то большее, чем просто там «она мне нравится». И это его радует, но это его же и пугает. Потому что, знаешь, в глубине души он понимает, что с тобой он может быть по-настоящему счастлив. Что ты в его жизнь вот эту легкость приносишь, радость, которой ему раньше не хватало. Но знаешь, прежде чем вы до взаимности дойдете, период будет такой, когда все покажется вам разрушенным. То есть вы поссоритесь, и ссора будет очень серьезной. Он тебе что-то скажет, что тебя очень сильно ранит. И ты ответишь ему не менее больно. И будет ощущение, что все кончено. Что там доверие навсегда разрушено. И думать ты будешь, что он показал свое настоящее лицо. А он будет считать, что ты его не понимаешь. Понимаешь? Но именно вот этот конфликт, он будет вот поворотной точкой. Когда, как говорится, да, пыль уляжется, вы оба поймете, что ссорились не из-за нелюбви, а как раз наоборот. Из-за того, что боялись признаться в своих чувствах. Примирение будет, и оно будет, знаешь, честным и открытым. Он скажет, что ты ему нужна, а ты поймешь, что его вот эта сдержанность — это не холодность, а защита. И вот после вот этого кризиса ваши отношения на новый уровень пойдут. Какой совет? Ну, знаешь, тебе нужно научиться быть прямой с ним, но при этом сохранять вот эту мудрость женскую, эмоциональную глубину. Твоя ошибка в том, что ты либо молчишь и ждешь, да, пока он сам там догадается про твои чувства, либо впадаешь в эти эмоции и говоришь все сразу, не думая о последствиях. А что нужно? Нужен баланс. Когда у тебя есть к нему вопросы, какое-то недовольство, не копи внутри и не взрывайся. Говори прямо, но спокойно, без ультразвука своего. Не обвиняй его там в безразличии и так далее, а расскажи, что чувствуешь сама. Вместо там слов «тебе на меня наплевать», просто скажи, что тебе важно знать, какое место я занимаю в твоей жизни. Это ему покажет, что ты серьезная женщина, которая в игры эти детские не играет. Потому что любая женщина, которая играет в такие «тебе на меня наплевать», и вот это все, она рано или поздно потеряет своего мужчину. Или он будет изменять ей. При этом, знаешь, не забывай про свою женскую силу. Умение понимать чувства, создавать там близость эмоциональную — это женское. Не одевай на него маску женщины. Понимаешь? Вот в этом понимании его чувств он нуждается больше, чем показывает. Твоя задача не сломать его защиту своей агрессии, а растопить ее теплом и пониманием. И это могут единицы из 100 одна, наверное. И свои истинные чувства к нему не бойся показать. Но делай это не через претензии, как ты это делаешь, как делают 99% женщин, а потом почему-то разводы и прочее, а через заботу. Покажи, что ты видишь его не только как успешного мужчину, да, но и как человека, которому нужны любовь и понимание. Мужчины в отношения заходят с женщиной для того, чтобы тоже быть счастливым, а не только чтобы делать счастливой тебя, понимаешь? Вот это важно понять. Я и говорю, из 100, может, одна женщина это все понимает. И вот она всегда счастлива, ну, в отношениях. Так, подписывайся на канал, жмякни на колокольчик, оставляй обязательно обратную связь, и мы переходим к третьему варианту. Троечки. Троечки. Первый вопрос — сигнификация. И почему ты думаешь, что он к тебе безразличен? Тут все понятно.
У вас, знаешь, странная связка какая-то. С его стороны как будто вялость, с твоей стороны вечная готовность вот это спорить за внимание. И он коротко отвечает, тянется этими инициативными какими-то вещами, да, со своей инициативой. Разговор не подхватывает, даже если тема ему близка. И ты это читаешь как холод. Пару раз там ты написала первый, да, и получила нейтральный какой-то ответ через 2 часа. Например, там «Как дела?» «Нормально». И после этого ты закрылась. Но внутри все кипит. У тебя уже набор претензий к нему, а проговоренного по делу нет ничего. Его поведение на ваших встречах тоже тебя сбивает. Сидит, слушает, кивает, но тему не развивает. И когда ты пытаешься перевести общение в более личный тон, он уходит вот в шутки, тему меняет и вот уходит от разговора. И ты считаешь, что это не желание сближаться. На деле он привык переваривать чувства в себе, понимаешь? Ему нужен прямой запрос по сути, без вот этих женских полунамеков. Проблема женщин в том, что они на мужика всегда надевают маску женщины, психологию женщины. Но психологии катастрофически разные. Его молчание ты воспринимаешь как игнор, а он воспринимает как время подумать. А конфликты из-за мелочей, которые ты же и, вот как сказать, развиваешь, они масло в огонь подливают. Замечания по пустякам, неудачная шутка, твой колкий ответ в ответ, и вот уже переписка превращается в сражение. И после таких стычек ты вывод делаешь, что ему плевать, а он то, что ты ему, то, что он тебе тоже не нужен. Знаешь, в чем правда? Он не уверен, где ваши границы, и не хочет лезть туда, где его могут оттолкнуть. Поэтому он дистанцию держит и слова экономит. Тебе кажется, что он безразличен, а он просто мужчина. Понимаешь? Вы застряли в неправильной модели общения между собой, где недосказанность и раздражение едят, жрут пространство для нормального шага навстречу. Будет ли любовь взаимной? Да. Но здесь будет, знаешь, прямой жест с его стороны и спокойная уверенность внутри у тебя. Потом. Он, знаешь, он вскроется не пафосной вот этой сценой, а простыми действиями. Вечером, там, ближе к выходным, он напишет без вот этих длинных заходов и пригласит ровно туда, где вы оба почувствуете себя нормально. Это не ресторан там с белыми скатертями, а понятное место, где можно вот говорить без всякого напряжения. Он не потянет тебя в полумрак и музыку там. Он выберет тишину и скажет коротко, без вот этой вот витиеватости, понимаешь? Что он к тебе тянется, хочет строить отношения, хочет быть ближе. И скажет именно так. Не про дружбу, не про там просто время хорошо проводим, а про интерес к вашим отношениям. И это снимет вот этот занозистый твой вопрос про взаимность. Ты успокоишься и перестанешь проверять каждую его фразу. Дальше между вами, знаешь, чувство спокойной радости будет расти. Будет в голове. Все двигается, все не стоит. Ну, не стоит в плане ваша личная жизнь, а не то, что ты подумала. И ты увидишь, что он способен на шаги, сам напишет утром, сам позовет заранее, сам планирует, сам привозит, отвозит, спрашивает, как день и так далее и тому подобное. И у тебя вот эта навязчивая мысль, что надо тянуть на себе весь процесс, он исчезнет. Станет легче. Извиняюсь. Какой вопрос-то у нас? Третий же. Какой совет?
Ну, знаешь, делай ставку на взрослую заботу и на личную вот победу. То есть, я объясню, тебе вот важно перестать мерить отношения драмой и научиться мерить делами, которые делают жизнь комфортной. Конкретно тебе собери свой ритм и держи его без вот этих подвигов, истерик и прочего. Спи нормально, ешь нормально, имей порядок в делах, в планах и так далее. И вот когда базовые вещи у тебя в порядке, у тебя исчезнет вот эта тревога лишняя, и ты перестанешь хватать человека за рукав. А именно это сейчас ты и делаешь. Дальше простые шажки. Там, там, как сказать, вот простое общение. Кормить его не надо, он пока вы вместе не живете. Знаешь, там, на чай пригласи, поговори с ним, скажи спасибо за конкретно какое-нибудь его действие. Потому что этого ты сейчас, вот этих простых шажков, ты не делаешь. Понимаешь? То есть отмечай его инициативу, там, спасибо за это, спасибо за это. Ты ж ему не говоришь ни за что спасибо. У тебя есть спасибо, но оно какое-то не спасибкино. Понимаешь? И свои цели, которые висят маленькие, закрой. Курсы, там деньги, привычки, вот это все, что ты хотела бросать, курить, бросай. Когда ты начнешь выигрывать в своей жизни, тебе не нужно будет выжимать из мужика постоянные подтверждения, как ты это сейчас делаешь. Потому что вся проблема — это твоя проекция на него. Если ты спокойно, он собран, ему есть куда вкладываться, тебе есть что принять, сохраняй простую связку, что разберись со своими делами, не проецируя на мужика свои проблемы. Потому что у вас все ругачки — это тебе нужно подтверждение своей нужности, своей ценности, потому что сама в себе ты ни капли не уверена. Ну, на словах ты мне сейчас скажешь: я в себе уверена, уверена. Ага, наверное, до сих пор в арканы зашла проживать. Все, давайте мы с вами попрощаемся, потому что сказать мне тут больше нечего. И помни, что дед всегда рядом.